Привет подписчикам! Вас уже 50 тысяч! Спасибо! А те, кто еще не подписался, кликаем на колокольчик, подписываемся на канал и смотрим очень качественный контент от компании «АвтоСтронг». Ну а если вам нужны запчасти, заходите на сайт, заказывайте и помните, что у нас есть 100 тысяч качественных запчастей и быстрая доставочка. Мы привозим запчасти из Европы и Америки, но по ходу мы можем достать все. Вы просили, мы привезли. Встречаем Калужский 1.6 ЦФНА. Двигатель ЦФНА относится к семейству EA111, история которого длится несколько десятков лет. В 2003 году эти моторы пережили последнюю модернизацию, получили алюминиевый блок, версию с турбонаддувом, а также непосредственный впрыск. Один из таких моторов мы уже разбирали. Это был прямовпрысковый 1.6 с индексом BAG. Ссылочка будет в конце ролика. Оба этих двигателя, то есть бюджетный ЦФНА и непосредственный бак, родственники. У них абсолютно одинаковый комплект цепи ГРМ, который, кстати, они делят с 1.4 TSI мощностью от 120 до 160 лошадиных сил. После дебюта в 2010 году под капотом российского полуседана он также ставился на Шкода Фабия, а также на европейский хэтчбэк Polo, поэтому его можно встретить на европейских разборках. Есть еще более ранняя версия этого двигателя с индексом BTS. У него фазовращатель на впускном распредвале и нормально развитый выпускной коллектор. Мотор BTS появился в 2006 году, ставился на Polo, Fabia, Toledo, Ibiza и создан на основе чугунного двигателя от Golf 4 объемом 1.6. Все мы это рассказали, чтобы вы поняли родословную этого двигателя ЦФНА. И также добавим, что у ЦФНА есть двойник CLS-A. Ну а этот наш экспонат снят с полуседана 2012 года. Я упомянул, что на ЦФНА не развитый выпускной коллектор, но так как в «АвтоСтронге» есть все, сейчас я покажу, как должен выглядеть правильный выпускной коллектор на родственном атмосфернике. Вот это правильный, развитый стоковый паук, в котором разведены выхлопные газы, и поэтому не происходит заброса газа в соседние цилиндры. А двигателю ЦФНА достался крайне нерациональный выпускной коллектор с неравнодлинными выпускными каналами и близко расположенным катализатором. Из-за такой конструкции в ЦФНА происходит заброс газа в соседние цилиндры, то есть из первого во второй, из четвертого в третий. Из-за этого возникает проблема с наполнением цилиндров свежим воздухом и нарушается смесь образования. И некоторые умельцы, желающие улучшить свой ЦФНА, ставят выпускные коллекторы от моторов БАК и БТС. Тем более, что этот коллектор не трескается, а родной коллектор ЦФНА трескается, и его даже меняли по гарантии. Ну что, начинаем нашу разборочку. И, кстати, наш экспонат в клине. Это патрубок системы вентиляции картерных газов. Здесь должна стоять мембрана, но так как у нас снесло голову этому грибку, ее здесь нет. Как и на многих двигателях, мембрана системы вентиляции картерных газов трескается. Из-за этого нарушается работа вентиляции. То есть двигатель начинает плохо тянуть, возрастает расход топлива и в салоне начинает пахнуть выхлопными газами. И также очень сильно начинает присасываться пробка маслозаливной горловины при работающем двигателе. Для решения этой проблемы можно поменять мембрану, либо купить этот клапан в сборе.
В начале 2000-х с появлением двигателей с непосредственным впрыском двигатели семейства EA111 перешли на цепной привод ГРМ. Цепь должна была сократить расходы владельцев на техобслуживание, ну а по факту только увеличилась. К 100 тысячам километров цепь растягивалась, а к 150 начинала громыхать на холодную. Натяжение цепи ГРМ обеспечивается гидравлическим натяжителем, лишенным блокиратора обратного хода. Достаточное давление масла для натяжения цепи создается лишь только при работающем двигателе. А вот на заглушенном двигателе натяжение цепи обеспечивается пружиной и остатком масла в натяжителе. Поэтому при стоянке на передаче возникает риск проскакивания цепи. И, кстати, цепь на нашем моторе меняли, потому что у нас стоят новые башмаки и шток натяжителя не выдвинут. Это значит, что натяжение цепи идеальное. Вот тот самый натяжитель. Как мы видим, никакого блокиратора здесь нет. А вот та пружинка, о которой мы вам рассказывали. Вау! И здесь мы видим, что за мотором очень хорошо ухаживали и меняли масло вовремя. Все блестит. Здесь у нас чистый алюминиевый сплав без каких-либо лаковых отложений и кулачки, естественно, в превосходном состоянии. И обратим внимание, что распредвалы здесь находятся прямо в клапанной крышке. 16 клапанов, роликовые рычаги и, само собой, гидрокомпенсаторы. В этом корпусе находится два термостата. Один на 83 градуса, второй на 87. Вот такая небольшая особенность двигателя ЦФНА. Сейчас мы снимем голову и доберемся до поршней и цилиндров, с которыми случается распространенная и труднообъяснимая проблема. А прокладочка-то у нас как новая, и это говорит о том, что у нас маленький пробег. Блок у нас хорош и никаких следов выработки, которые свойственны этому мотору. Но мы нашли причину заклинивания. В этот двигатель по ходу попала вода и поршни буквально приржавели к цилиндрам, поэтому коленвал и не прокручивался. Двигатель ЦФНА печально известен стуком одного или двух поршней во время прогрева двигателя. Это случается даже при пробеге в 15 тысяч километров. Наиболее вероятная причина стука связана с жесткой перекладкой холодного поршня при раннем угле опережения впрыска, который формирует электронный блок при прогреве двигателя, когда температура антифриза меньше 10 градусов. Еще одной причиной считается неравнодлинный, чересчур зажатый выпускной коллектор, о котором мы вам рассказывали ранее. Напомню, что из-за такого коллектора второй цилиндр плохо наполняется свежим воздухом, и смесь образования там неправильная. Еще одной причиной считается плохая смазка поршневых пальцев. Для решения проблем со стуком дилеры ВАК меняли поршни на новые. Они облегчены, и у них немного другая геометрия. Также они обозначаются индексом ET. И вместе с этим перепрошивался блок двигателя. В 2013 году начал устанавливаться модифицированный выпускной коллектор. Однако отсутствует достоверная информация, что именно менялось в прошивке и почему этот коллектор не меняют при замене поршневой. С новыми ET поршнями двигатель тоже начинает стучать, хотя его стук отложен на более долгий срок. Вообще стук связан с выработкой на стенках цилиндров и юбках поршней, то есть зазор между ними увеличивается. Правда, двигатель ЦФНА умудряется при таких условиях не дать клина и продолжает исправно работать. Для профилактики стука рекомендуется не греть двигатель на холостых, а сразу ехать, а также включить все электроприборы, чтобы нагрузить генератор, а соответственно нагрузить и двигатель. И самые рукастые владельцы ставят разжатый выпускной коллектор и мастерят подогрев пускаемого воздуха.
Вот такие поршни-таблетки стоят у нас на ЦФНА. Обратите внимание на крохотные юбки. Кстати, это поршни первого поколения EM. Ну и судя по графитовому напылению, эти поршни не стучали. Маслосъемные и компрессионные кольца не залегли, они в рабочем состоянии. И это самые лучшие вкладыши, которые я только видел на бэушном двигателе. То есть поршни у нас фактически новые. На коренных вкладышах присутствует небольшая потертость, но это, наверное, для того, чтобы вы не говорили, что мы разбираем новые моторы. И, как и ожидалось, у нас визуально новый коленвал. А вообще случаев заклинивания из-за проблем в цилиндропоршневой группе в этих двигателях нет. Многие прошли уже 200 тысяч километров, а рекордсмены аж 500 000. Из-за эксплуатации двигателя на 92-м бензине, коротких городских поездок и никому не нужных прогревах на холостых оборотах, этот двигатель все-таки может преподносить неприятные сюрпризы. Он может не только стучать поршнями, но и даже подъедать масло. А вообще двигатель при нормальном обслуживании и интенсивной эксплуатации может радовать своих владельцев. Разборка закончена, и поэтому обязательно подпишитесь на наш канал, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, звоните, покупайте у нас только хорошие запчасти, смотрите наш проект Бит и Крашен. Кстати, мы уже вовсю снимаем 4-ю часть. И помните, что с вами была компания АвтоСтронг.